Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом. И в этом видео я хочу предложить вам посмотреть вместе новинки, которые вышли в январе. Дизайнеры не сидят без дела, они творят, они создают что-то новенькое. И посмотрим, может нам что-то приглянется и будет интересно. И начать обзор я хочу с вот таких трех замечательных ангелов январь, февраль, март от Joanne Elliott. Это такие, каждый месяц она выпускает ангела. Полюбуйтесь на эту прекрасную январскую ангелочек. Доброта называется. В руках корзиночка с вязанием, внизу коробочки с ниточками, мишка с заплаткой, такие платьички миленькие. Я вот такого стиля очень сильно люблю разработки. Они примитивные, но они настолько милые, они такие замечательные. Сделать таких 12 ангелов — это вообще прелесть. Второй ангел февральский. Посмотрим на него поближе. Но здесь уже мы видим приближение Дня Валентина. Здесь сердечки, sweetheart, любовь, и так называется ангел, любовь. Вот у нее Валентинка, она держит в руках ромашки, такие замечательные, любит, не любит гадать. Письма в коробочке у нее сложены, такой романтик, очень красивое, желтое платьице на ней. Ну, мне эти ангелы, я в восторге. Ну и последний на данный момент ангел мартовский, френдшип, дружба, друзья навсегда. Вот здесь котик с собачкой мирно уживаются. Ангел приготовил чаек. Ну, такая домашняя обстановка, тоже очень красивый. Все эти ангелы одинакового размера, они вышиваются на 28 каунте, либо на 14 аиде, и DMC ниточки 25 здесь цветов. Количество стежков 81 на 81, и готовый размер, если вы будете на 14 вышивать, будет 15 на 15 сантиметров. Прям мне захотелось идея вот вышить этих всех 12 ангелов, было бы классно. Следующий дизайн у нас от Tiny Modernist. И у нас здесь схемка с такой крошечной мышкой, готовящей клубничное варенье. Очень милый такой прям весенний-весенний сюжет. Клубничка, цветочки, тортик мышка сообразила здесь, и варенье закрывает клубничное. Прям запах клубничного варенья. Значит, вышивается этот дизайн на льне артишока 28 каунта и с использованием ниточек DMC, Encore, либо Wix Dyeworks. Вы выбираете. Понятно, здесь на картинке, я так полагаю, Wix Dyeworks, потому что мы видим переходы. Ну, маленькая такая картинка, можно подобрать самим такие из запасов, что у вас есть, и сделать, раскрасить платьице по вашему желанию, и будет замечательно. И всего 9 цветов здесь в этом дизайне. Размер 59 на 59 крестиков. Второй дизайн тоже от этого же производителя Tiny Modernist, и называется Winter Tradition Sampler. Ну, зимние традиции, наверное, переводится как. И здесь очень интересный сэмплер, наполненный многими деталями. Здесь и, как обычно, сэмплеры разделяются на нижнюю и верхнюю часть, на 3 этажа. Но здесь у нас 2 этажа мы видим в нижнем этаже. Здесь вот олень забрел в город поживиться, наверное, что-то покушать. Елочка наряженная, дома украшенные новогодние, где ребенок на саночках с собачкой играется, другие детки строят там снеговика. Интересный сэмплер, здесь вот домики такие интересные, карета, много очень деталей, будет не скучно вышивать. Надпись, честно говоря, я не разобрала, что там написано.
Ну, всегда же можно написать то, что вам больше хочется. Ну, значит, вышивается на 32-м каунте луганы нитками DMC. Ткань называется Duck Cobblestone, если я правильно говорю. И количество стежков здесь 120 на 180. Интересный сэмплерок, мне понравился. А следующий у нас производитель Stitching with the Housewives, вышивая с домохозяйками. И у нас здесь изображение куриных яиц на весах. Мы видим тюльпанчики здесь, цветочки и такая надпись Март. Вышивается на 28-м каунте, ткань моноко, окрашенная в чайный цвет, и нитками Classic Colorworks. И здесь количество стежков 84 на 98 крестиков. Такой милый весенний сюжетик. А второй дизайн от этого производителя Hello Valentin. Валентинка такая, очень милая, такие розы здесь оригинальные. И вышивается на 28-м каунте, ткани моноко черного цвета, ниточками Classic Colorworks. И количество стежков здесь 115 на 140. Ну, такая она как бы не маленькая, сантиметров она будет 20 на 20. Но зато очень милая. А следующий производитель у нас Head in Hand, сердце в руках. И, как видим, здесь тоже уже вовсю готовятся ко Дню Валентина. Вот такая валентинка очередная. Здесь у нас сердечко, здесь непонятно, что бабочки, видимо, какие-то. Ну, вот такая маленькая, милая, маленький милый дизайн. Предлагают выбрать любую вам любимую ткань и наслаждаться вышивкой. А второй дизайн от этого производителя мне очень понравился, привлек мое внимание. Вот такая птичка с надписью «Пасха». И эта модель вышита на льне Summer Khaki 32-го каунта нитками Gentle Art. И здесь, если вы можете видеть, пуговички от Just Another Button Company. Очень милый сюжет, очень, мне кажется, незатейливый, но очень-очень даже милый, мне понравился. Я бы такую с удовольствием вышила. Итак, следующий производитель у нас Crocette a Gogo или Агого. Вот перед нами снеговик, и написано снеговик, который любит снежки. И вышита на натуральном льне 32-го каунта ниточками DMC 93 на 97 крестиков. Милый такой сюжет, но уже зиму как-то не очень хочется вышивать. Но, тем не менее, не умаляет прелести этого дизайна. И второй дизайн от этого производителя. Вот такая подушечка-игольничка и маячок на ножничке. Очень милая такая, называется, значит, подушечка «Зимние цветы в вазе в окружении оленей». Видите, какие милые олени окружают эту вазу с зимними цветами. Ну, славный сюжет, маячок такой простенький, незатейливый, но довольно-таки милый. И вышит он на натуральном льне 32-го каунта ниточками DMC, подушечка 89 на 89 крестиков, а маячок 39 на 37 крестиков. А сейчас переходим к новинкам от Mill Hill, всеми нами любимого и обожаемого. И начнем с вот этой цветочной клетки. Вот такая интересная, полна бисера, полна всех интересных цветочков, деталька. Палитра художника. Ну, многое о Mill Hill я не буду говорить. Вы все прекрасно знаете, что в наборчик входит бисер, где есть пуговички. Вот здесь, например, сердечко, ниточки, перфорированная бумага.
Восхитительно выглядящее мороженое, этот дизайн называется. Вот для любителей мороженое. Я еду не очень люблю вышивать, это мило. Вот такой замечательный папа-петух. Смотрите, какой он раскрасавец. Вот здесь вот очень много бисера и красиво. Античный фотоаппарат, видимо, называется. Ну, для любителей фотографии, может быть, это заинтересует кого-то. Ну, вот такая мама-курица с цыплятками. Тоже очень весенний такой дизайн. Уже видим, готовимся к Пасхе. Вот такой прекрасный нарцисс. Вот этот великолепный, мне кажется, будет очень здорово смотреться. И мы видим здесь пчелка, пуговица. А вот это магазин по ремонту, продаже велосипедов. Смотрите, какая собака. Ну, мы видим, что здесь уже Just Another Bottom Company пуговицы в Милхиле вовсю. Мне кажется, они классно выглядят. Вот это витаминная бомба, это такой сюжет, фруктовый салат такой вкусный. И мне вот этот очень понравился с велосипедом на фоне виноградной лозы, с корзиной с цветами, много бисера, класс. И весенняя уборка последняя, ну, это для любителей, я бы такое не вышивала. И следующий производитель у нас Hands Across the Sea Samplers. Посмотрите, какой красивый сэмплер. Это сэмплер Сара Милторп. И он мне очень-очень нравится. Сейчас посмотрим поближе детальки. Внизу мы видим очень красивые две корзины с цветами. Здесь надпись «Кто вышивал». Вот посередине дом красный красивый. И сверху цветы и какая-нибудь надпись из Библии наверняка. Ну, очень интересно. И второй сэмплер от этого же производителя Hands Across the Sea Samplers. Это сэмплер Mary Chalk, который мне нравится меньше. Но, опять же, это я не любитель сэмплеров, поэтому очень избирательно отношусь. Хотя вот посмотрите, какие интересные здесь узоры. Ну, много алфавита и надписей, на мой вкус. Следующий у нас производитель Le Petit Croix de Lucie. Ну, что-то там, вышивка от Люси. И вот посмотрите, какой замечательный камин, какие елочки вокруг, сапожки, огонь в камине. Очень-очень милый такой рождественский сюжет. Ну, поздновато, конечно, надо было его пораньше. Ну, ничего, на следующий год, кто желает, может вышить. А следующий сюжет от этого производителя, вот такой Дед Мороз с подарками. Ну, опять же, это он немножко уже не в тему. Сейчас весну хочется. Ну и последний дизайн от этого производителя. Вот такой смешной пингвин в свитерочке, пьет горячий шоколад и ждет, когда придет Дед Мороз с подарками. Тоже очень милый. Все дизайнеры любят этих зверюшек в свитерочках. Класс. Ну и напоследок, как говорится, на десерт я вам оставила вот эту прекрасную фею от Белла Филиппина. Я не поклонник вот в этих всех Мирабилей, Беллы Филиппины, но даже я здесь в восторге, потому что этот дизайн, это полон он бисера, камней, он очень красивый. И вот что о нем пишется. Юлия the Firefly Princess. Не так давно родилась сказочная принцесса, очаровательная и юная. Хоть она и выросла в мрачном замке, где ее границами были стены, это не помешало ей стать прекрасной леди. Розы и барвинки были ей самыми дорогими, символизирующие безмятежность и нежность. И ее сияющая аура сияла сквозь охраняемую крепость и с тех пор стала светом королевства. Теперь она маяк надежды, светящийся в темноте, как настоящий светлячок. Вышито это дизайн на ткани у пруда без Stitch Me Hand Dye Fabrics.
с использованием Мулина DMC, Karen Wetter Lilies, крейника, бисера. И количество стежков 170 на 310 крестиков. Очень красивая, великолепная просто эта фея. Она мне понравилась. Может быть, придет время, и я буду вышивать тоже таких фей всяких разных. Ну вот, друзья, на этом, пожалуй, и такая небольшая подборочка новиночек этого года. То, что мне понравилось, то, что привлекло мое внимание. Я надеюсь, вам понравилось тоже. Вы развлеклись, отвлеклись. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.